Несмотря на сильный дождь, мы пораньше приехали на выставку. Впереди у нас около 30 поставщиков. И это не новые компании, а те, с кем клиент уже давно работает. Клиент приехал с двумя коллегами, поэтому мы разделились на 3 группы. И пока ребята курили, я зашел прогуляться по автомото-павильону. Кстати, очень много поставщиков из моей провинции. Жаль, что мы работаем только по сантехнике. Это второй день выставки. Мы работаем по сантехнике в основном. Но уже так надоело, что я на 5 минут сбежал в другой зал. Всего здесь 13 залов с очень разным ассортиментом. Для привлечения зрителей к себе на стенд компании придумывают различные фишки. Кто-то приглашает моделей, кто-то делает необычный стенд, а кто-то демонстрирует новинки своей отрасли. В общем, как и на любой другой выставке. Уже не первый раз подходим. Сколько? 8,5. А если за 10 тысяч штук? 8,5. Ну, мы в Украине покупаем за 6,7. Пошли дальше. Хорошая погода в Гуанчжоу. Правда, утром был сильный ливень. Сейчас уже вышло солнышко. Комфортно и работать, и снимать. Касательно этой выставки. Наша группа была разделена на 3 группы. 2 занимались проработкой новой продукции, а 3-я группа, я и Георгий, были заняты посещением компаний, с которыми клиент уже работает. А именно, проговорить детали текущих и будущих сделок. Это улучшение качества товара, вопросы упаковки, условия поставки и другие вопросы. На сегодня выставка окончена. Я перемещаюсь в центр города. Кстати, будьте крайне бдительны при пользовании такси в Гуанчжоу. К сожалению, местные таксисты обманывают не только иностранцев, но и своих сограждан. Например, не включают счетчик, дают сдачу фальшивыми деньгами, едут длинной дорогой, и иногда все это вместе. Но не все так плохо. Это перенаселенный мегаполис, поэтому некоторый общественный транспорт работает до часу ночи. После сложной выставки нужно покушать и прогуляться по красивому городу. Для многих людей Гуанчжоу – это столица бизнеса, импорта, экспорта, выставок и так далее. Но ведь кроме этого, Гуанчжоу еще и город с богатой историей и культурой, красивыми достопримечательностями и очень развитой инфраструктурой. Субтропический климат позволяет большую часть года проводить на улице, и тут не бывает холодов или заморозков. В такую погоду прогуляться по центру – одно удовольствие. Данный район наиболее привлекательный для туристов, называется Тяньхэ. Здесь гармонично сочетаются зеленые скверы и подсвеченные небоскребы. Ощущение, что ты в парке, зелень, водоемы, фонтаны. Кстати, это почему-то не работает. Ну и главный атрибут каждого парка – танцующие бабушки. Захотелось даже присоединиться. Гуанчжоу очень красивый центр. Я здесь жил первый год, когда был в Китае. Вот эта часть мне очень понравилась. Когда ты свободен, на расслабоне, хорошая, отличная погода, не парит, не идет ливень тропический. Вот так вот. Погуляли и пора домой. Пол 11 вечера. Откуда столько людей? Это мегаполис. Одиноко. В конце дня. Конец трудового дня. Иногда можно пропустить бутылочку холодного китайского пива.
Всем доброе утро. Третий день в Гуанчжоу. Сегодня уже в Нимбо. По поводу советов. Мы живем возле выставки, до выставки 1 километр. Хоть отель отстойный, но время экономится очень много. Например, вчера я ездил к знакомым от выставки в их отель. Дорога заняла 1,5 часа. После этой дороги уже не захотелось ничего делать. Ехать нам 2 километра, да, но они могут превратиться в 22. Потому что в Гуанчжоу такси больше всех жуликов. Здесь очень много павильонов, по-моему 15, и несколько этажей в каждом. Стоимость одного буса на каждых этажах разная. И если ты планируешь выставляться на Кантоне, можно это сделать заранее, регистрацию через сайт. Начальная цена начинается от $6000. Если не успел по каким-то причинам, либо не смог, то можно купить на 5 дней у других людей бус. Это стоит от $10 000. Но есть бусы, которые стоят 20, 30, 40 тысяч долларов. Это очень дорого, и все это ложится куда? В цену вашего товара. Как-то раз я уже опоздал на самолет, за 5 лет это было впервые. Чтобы не повторять ошибки, бегу заранее в аэропорт, правда без обеда. Но лучше успеть и быть голодным, чем не успеть и быть сытым. Работа окончена, я возвращаюсь в Нимбо. Увидимся на следующей неделе. Пока. Подожди, а как же советы по поводу кантонской выставки? Сейчас все расскажу.